Кому нельзя доверять? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. И знаете, вот я бы вам сказала, ребят, что, забегая немножко вперед, те из вас, кто сейчас опустили руки, кто уже ни во что не верит, кто, может быть, никому не верит, да, особенно женщинам, немножечко я вам так дам лучик надежды. То, что ваша жизнь поменяется, и то, о чем вы сейчас думаете, то, что вас беспокоит, может быть, больше всего, оно через какое-то время оно решится само собой. Оно решится, причем так кардинально. Так перевернется ваша судьба и жизнь, что когда-то вы будете улыбаться и сами диву даваться, как я мог из-за такой чепухи переживать, как я мог из-за такого человека переживать. Конечно же, у многих сейчас проиграется, особенно у кого свежие какие-то проблемы были с женщинами. Вот сейчас у вас прокручивание в голове, вы можете заниматься самоедством, вы можете в чем-то винить себя, хотя понимаете, что, в общем-то, вашей вины здесь как таковой нет. Да, мы не будем углубляться, что произошло, вы прекрасно знаете, да, обычно это проигрывается как предательство. Поэтому те из вас, кто сейчас занимается самоедством, говорю сразу, что это бесполезное занятие. Случилось, как случилось, и поворачивайте все-таки ракурс своей жизни в будущее и не живите прошлым, не нужно думать о том, что произошло. Уже как бы не поможешь этому. Вы человек, который всегда старается, чтобы все ваши близкие, может быть, ваше окружение, чтобы всегда было в комфорте. То есть, чтобы в доме была еда, тепло, сытно, то есть, чтобы какой-то комфорт был в доме. Вы всегда обустраиваете свое жилище. И обустраиваете, по максимуму. Понятное дело, что далеко не все миллионеры. Но вот как-то вы настолько заморачиваетесь, наверное, все-таки, чтобы все были накормлены, чтобы все были в тепле. И даже я не удивлюсь, если вы своим женщинам, да, кто-то сейчас, если она у вас есть, поскольку это общий расклад, кто-то раньше, когда был в отношениях, вы могли даже говорить, звонить, допустим, ей, спрашивать, там, ты покушала, ты не голодная, ты тепло одета, не замерзла ли ты. То есть вы всегда за всех беспокоитесь. Вот беспокойство и забота – это ваше, наверное, такое самое большое и самое суперское такое качество. Потому что заботливый человек – это, далеко не всегда встречается, да, тем более в наше такое непростое время. Всегда стараетесь думать о других и уже во вторую очередь, где-то там даже не во вторую, а, наверное, в 102-ю очередь вы думаете о себе. Вы человек, довольно горячий. Вам под горячую руку лучше не попадаться. Вы можете кардинально решать какие-то проблемы. Вы не будете особо сюсюкаться и церемониться с предателями, с людьми, на которых вы, допустим, вот если взять по работе, вы полагались, да, может быть, доверяли, там еще что-то. Но если вас подводят, вот беспощадно вы просто отрезаете таких людей, вы просто перекрываете все связи общения, может быть, даже блокируете. И давайте как раз сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот все пишите, вот каким образом вы решаете конфликты. Давайте так, поскольку мы затронули такую тему немножко. Вот вы там предатели, обманщиков из своего окружения, вы как? Вы их блокируете, либо же перестаете общаться, либо вы скандалите. Вот каким образом вы общаетесь? То, что вы всегда стараетесь вот резать правду матку, это тоже одно из ваших таких
Ну, достаточно заметных черт характера, потому что вы можете ночами не спать, вы можете очень сильно переживать и себя накручивать, если вы своего не доказали, да, ну, то есть, как это так, меня будут считать непонятно кем, да, мне нужно доказать свою правоту, мне нужно доказать, что, допустим, даже, может быть, даже за коллег кто-то из вас защищал, ну, защищал более слабых, более каких-то стеснительных, может быть, людей. Напишите, у кого были такие ситуации, кого вы по жизни защищали, ну, кроме семьи, конечно. Вы человек горячий, страстный, но это у нас из расклада в расклад очень часто тоже переходит эта ситуация, да, и много чего замечаете. Не всегда говорите то, о чем вы в курсе дела, то, что вы увидели, то, что вы услышали, то, что вы заметили. В каких-то сплетнях вы стараетесь не участвовать, потому что это низко, это грязно и вообще это не про вас. Как-то вы стараетесь держаться в стороне. Даже если, может быть, кто-то вам какую-то очередную сплетню доносит, вы стараетесь либо пресекать этого человека, либо же как-то ставить на место, ну, чтобы вас это, ну, никоим образом не затрагивало. Ну и давайте-ка смотреть, мои хорошие, кому же нельзя все-таки доверять в вашем окружении. Не забывайте, что это общий расклад. Я буду называть разные ситуации, а вы уже, кому что подходит, переворачивайте под себя. Знаете, вот у вас уже, в общем-то, на примете есть люди, которым вы не доверяете. И первая в этом списке, конечно же, женщина. Это женщина, которая когда-то была для вас очень важна. Это женщина, с которой вы расстались и, ну, я думаю, вообще не жалеете. Вот не жалеете и даже хотите забыть, как кошмарный сон. Вот с этой женщиной вам бы не хотелось вообще никогда не встречаться, не общаться, разве что, ну, только по таким каким-то особым случаям, может быть, по поводу ребенка. Этот человек, которому, в общем-то, нельзя было доверять даже тогда, когда вы были вместе. Неважно, это были просто отношения, либо это был брак. Это женщина, которая, ну, она врет, как дышит. Это женщина, я не исключаю даже, ребят, у кого-то может проиграться, что эта женщина из прошлого, она либо сама занималась магией, либо же ходила к каким-то ведьмам, колдунам, и она делала, ну, не очень хорошие вещи другим людям. Вот те, кто ей каким-то образом переходили дорогу, вот она то ли устраняла, то ли пыталась какие-то пакости делать таким людям. И на ком-то из вас тоже возможно магическое воздействие именно от этой женщины, от вашей бывшей женщины. Среди вас есть те, кто об этом знают, либо же кто вы подозреваете, да, потому что если жизнь, допустим, идет каким-то не таким образом, может быть, у кого-то это, ну, реально неудача, и неважно, это личная жизнь, это работа, либо же это вообще сплошная черная полоса, опять же, у каждого будет по-разному, то знайте, что, в общем-то, ваша интуиция вас не подводит. И добро пожаловать, конечно, на диагностику и на чистку, если вы того хотите. То есть этой женщине нельзя вообще никому доверять. Ее начинают раскусывать и другие люди из ее окружения. Не только вы поняли, да, какая она. Очень фальшивая, очень наигранная, очень неискренняя, такая, знаете, ну, хорошая актриса. Она, в общем-то, не поменяется, ребят. Я это говорю тем, кто, может быть, еще все-таки мечтает, думает о бывшей, да, вот какие-то надежды питает. Она не изменится. Она как была такая неискренняя, фальшивая. Она такая и останется. Это коротко, да, вот просто, чтобы вы, ну, не теряли время, не тратили свои силы, нервы и не пытались ее как-то вернуть. Она как врала, так и будет врать, то есть уже заговариваюсь. Далее, кому нельзя доверять еще в вашем окружении? Есть какой-то мужчина, возможно, вы как-то связаны с ним, либо по работе, либо какие-то вот финансовые операции, может быть, где-то, ну, какие-то расчеты, вы что-то за что-то платили, рассчитывались, ну, то есть подумайте, насколько у вас это резонирует или нет.
Это может быть даже, в общем-то, человек из вашего близкого окружения. Неважно, это родственники, это друзья, это соседи, это кто угодно. Возможно, вы кому-то одалживали деньги, либо же вам кто-то одалживал деньги. Человечек, ну такой тоже, знаете, с душком-запашком. И вашим, и нашим, двойственная такая натура, лицемерная. От него нельзя таких прям супер пакостей ждать, вот как от этой прежней женщины вашей. Но тоже вот я бы советовала обратить внимание и очень тесно с ним не общаться, не делиться, потому что все, что вы с ним проговариваете, о чем вы разговариваете, это все очень быстро разносится по другим людям, да. То есть это такой сплетник в мужском обличье. Это мужчина скорее темноволосый, могут волосы даже немножко такие вьющиеся быть. Но опять же, это общий расклад, ну не обязательно, что они прям у всех будут вьющиеся. Может быть, ну такого среднего возраста, плюс-минус мужчина. Человек, который много не зарабатывает. Поэтому, может быть, он действительно и обращается за какой-то финансовой помощью, финансовой поддержкой. Но просто обратите внимание, что он не искренний. Далее, сейчас я еще уточню. У кого-то из вас еще осталась позади какая-то женщина. Но опять же, это не та, с которой вы жили. Это может проигрываться кто-то другой. Это женщина, с которой вы сейчас тоже можете либо не общаться, либо быть в конфликте. И эту женщину вы тоже раскусили, потому что где-то вот она просчиталась, где-то она накосячила. Это может быть кто угодно тоже, и родственница ваша, и знакомая. У кого-то это любовница может проиграться, кто угодно, хоть и сестра. Но эта женщина такая, знаете, она активная, она огненная, она страстная, может даже проиграться огненного знака зодиака. Это женщина, вот которая, ну это супер актриса, наверное. Вот ей 100% нельзя доверять. Это женщина, которая помимо ну, своей такой не очень хорошей человеческой натуры, она склонна к предательству. Если у кого-то это проигрывается, что ваша, допустим, там любимая женщина, может быть, это у кого-то была еще жена, может быть, еще были какие-то другие отношения в прошлом. У кого-то это может быть действительно любовница, бывшая, да. Ну, она из тех, которые будут на 2, на 3 фронта. Она из тех женщин, которые не брезгуют мужчинами, вот они у нее в очереди. Вот знаете, вот она по графику как будто встречается со своими женихами, ухажерами или кто там у нее. Вот про нее точно я могу сказать, что слава богу, что вы тоже с ней расстались. У кого-то из вас могут быть подозрения, возможно, вы тоже ее где-то поймали за руку, да, она очень похожа этими качествами с вашей прежней вот дамой, о которой мы уже говорили. Опять же, это может быть у кого-то 2 жены, да, которые изменили вам, у кого-то это может быть, ну, просто это жена, там, любовница, у кого-то, как я уже сказала, кто-то другой из окружения, но человек, который... Ну, такой лицемерный. Причем она, знаете, она может быть такой внешности, что внешне чисто вот по общению никогда не скажет, что она вот склонна к предательству. Вот она настолько умеет находить подход к любому человеку, она настолько умеет втираться в доверие, она настолько умеет мило улыбаться, что многие люди вот теряются, когда видят ее и говорят: боже, какая хорошенькая женщина. Но эта хорошенькая женщина, она такая на самом деле не хорошенькая. Поэтому, если вы поняли, кто это, напишите, ребята, что это за женщина. Может быть, даже, кстати, у кого-то сестра, потому что могут быть здесь еще кровные узы. К сожалению, бывают такие истории, когда даже с близкими людьми, с родными людьми, но начинаешь ссориться. Кто-то из-за наследства, кто-то еще из-за каких-то моментов, вот такие чисто даже внутрисемейные. Но просто даже в родственников начинаешь разочаровываться. Кто еще у вас такой с гнильцой, да? Сегодня у нас не очень позитивный расклад. Просто вот я решила его сделать для того, чтобы немножко, может быть, кому-то из вас открыть глаза. Кто-то из вас, может быть,
Ну, будет абстрагироваться как-то, держаться подальше от этих людей, да, вот смотря кто у вас резонирует, просто чтобы вы брали на заметку эту информацию и, ну, не пропали в просак с такими людьми. Кому еще нельзя доверять в вашем окружении? Есть женщина, которая имеет на вас виды. Эта женщина, она вроде бы такая, знаете, и обеспеченная. Она, в общем-то, ну, ни в чем не нуждается. Вот сказать, что она там ищет спонсора, ну, нет, никак. Мужчины у нее всегда были, есть и будут. Женщина свободная, женщина такая вот, куда хочу, туда лечу, она может себе позволить. И один из ее таких вот объектов обожания, да, вот она заинтересовалась вами, и ей бы хотелось вот как-то вас завлечь. Но поскольку вы то ли не замечаете ее, да, вот какие-то ее знаки внимания, то ли вы держите оборону, что вот как будто интуитивно, да, вот вы не хотите с ней общаться, потому что у вас хорошая интуиция. Вот вы абстрагируетесь, вы то ли очень редко с ней общаетесь, хотя она симпатичная, она довольно неплохо выглядит, она такая вся из себя. Возможно, вы думаете, что вот она не по статусу мне, она очень дорогая, да, вот я ее не потяну. Либо же не замечаете, опять же, у кого из вас что проиграется. Но эта женщина на самом деле, вот она как будто ищет нового мужчину для развлечений, вот как новую игрушку, вот как это часто делают богатые женщины. Она может всячески, да, какие-то штуки придумывать, чтобы с вами больше общаться. Она может как-то, может быть, даже если у вас есть общие знакомые, она может подговаривать, чтобы, может быть, вас свели где-то в компании, ну, то есть каким-то образом сблизиться. Она расспрашивает, что вы за человек, какой вы, потому что вы ее заинтересовали. Но вот именно заинтересовали как мужчина для развлечений, я повторюсь, ребят. Поэтому просто, чтобы вы не клюнули вот на такую дамочку, потому что можете влюбиться, поскольку она довольно хороша собой, она умелая, она страстная, она, в общем-то, ну, достойная женщина. Единственное, что она не заинтересована в серьезных отношениях. А вам романчики, как правило, такие не нужны. Поэтому просто будьте бдительны, будьте осторожны, не попадитесь на крючок такой женщине, которая... Ну, может еще изранить вашу и без того уже израненную душу, да. У вас у каждого, в общем-то, уже предостаточно шрамов в душе. Поэтому, мои хорошие, берите себе на заметку, кому что подходит. Разные ситуации мы посмотрели. Не забывайте, что это общий расклад, да, у всех это могут быть, ну, в разных местах люди. Кому-то что-то подходит, у кого-то это гнилой человек на работе, у кого-то где-то рядом живет, у кого-то может быть даже родственник и друг. Не путайтесь, пожалуйста. Если я говорю, я не привязываюсь, я давно уже не привязываюсь к месту. Потому что это общий расклад. Это на конкретном, на личном раскладе можно посмотреть. Да, на работе этот человек, либо же где-то в другом месте. Поэтому берите на заметку. Будем надеяться, что вас всякие беды и неприятности обойдут стороной. Да, вы будете прислушиваться к моим каким-то советам, пожеланиям. Ну и, конечно, кому понравился сегодня расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!